Приветствую, друзья! Кроме наушников Marshall Minor 3, компания Sound Industries выпустила еще одни очень интересные вкладыши Adidas ZNE01. Модели в большинстве своем, конечно, копируют друг друга, однако есть у них и ряд объективных отличий. По достоинствам это все та же защита от воды IPX4, 5 часов автономной работы, SBC и aptX кодеки, а также поддержка быстрой и беспроводной зарядки. Ну а что же в них такого особенного, в этом нам и предстоит с вами сегодня разобраться. Собственно, поехали. Приходят наушники в небольшой стильно оформленной картонной коробке с изображением модели и перечнем основных достоинств с обратной стороны. В комплект нам положили прямо сверхбазовый мануал на кучу языков, бумагу о сертификации и вот такой вот коротенький Type-C кабель. Кейс здесь небольшой, искусственно состаренный, чтобы даже через год активного использования ничего особо не поменялось. Из функциональных элементов имеем индикаторный светодиод, кнопку коммутации и зарядный Type-C порт. Петля ровно как была у Marshall, на 4. По удобству же все просто чудесно. Сами чашечки тоже аналогичным образом состарены. С внутренней их части и сверху находим дополнительное отверстие для компенсации динамического драйвера, а под чашечкой клеммы питания и датчик приближения. Активного шумоподавления модель, друзья, не поддерживает. Оттого тут лишь один микрофон, расположенный на нижнем торце ножки, с качеством которого вы, конечно же, можете ознакомиться самостоятельно. Я вставлю отрывок из записи. Слушаем. Тестируем качество записи микрофонов беспроводных ТВС-наушников Adidas ZNE01. Вот, собственно, так они и записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Управляются наушники при помощи тапа по сенсорному слою, который в этот раз решили никак не идентифицировать. Просто гладкая часть на задней поверхности, где одно касание ставит музыку на паузу, а 2 и 3 переключают треки вперед и назад. По излучателю толком ничего не известно, но думаю, там стоит ровно такой же 12-мм динамик из Minor 3, только иначе настроенный. С приложением аналогичная картина. Софт от Adidas данные наушники никак не идентифицирует, хотя при подключении выдает фирменную плашку. Из плюсов можно отметить наличие IPX4 защиты и поддержку aptX кодека. Apple'овский AAC, как и у Marshall, отсутствует. В паузах я слышу абсолютную тишину, никаких проблем со связью ни разу не испытывал, да и по громкости запас очень существенный. В среднем я слушал на 50-60% от максимума, то есть заявленные 5 часов на одном заряде наушники реально способны отработать. Плюс еще не забываем о наличии быстрой и беспроводной зарядок. В уши модель садится удобно, но это открытая конструкция, значит вам будет слышно все происходящее вокруг, а окружающим то безобразие, что вы слушаете. Не сильно, конечно, но звук просачивается. То есть вариант явно не для метро или каких-то шумных людных мест. Вот так вот, собственно, это все и выглядит. Все измерения снимал с учетом открытой конструкции модели. Затолкнуть наушники в слуховой канал может у кого и получится, однако ходить так просто неудобно. Следовательно, измерять их надо так, как они по умолчанию садятся. В результате получился какой-то сверхбыстрый импульс, допустимое расхождение между левым и правым каналом и искажение в пике, достигающее 4%, ровно как это было и в Minor 3. Фаза ведет себя более-менее приемлемо, а затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 87 и 120 миллисекунд с гигантскими возмущениями на верхней половине спектра. А ЧХ же настроили немного на свой лад. Средние частоты получились более линейные, чем это было у Marshall, а пик на 3 кГц, хотя и аналогичным образом возвышается над всем остальным диапазоном, но на 4 дБ ниже, из-за чего верха кажутся протяженнее. Согласен, тюнинг очень схожий, но слушается, друзья, это по-разному. При прямом сравнении с Minor 3 лично мне ZNE01 показались намного мелодичнее и естественнее. Тот самый гитарный буст, что доминирует у Marshall, здесь менее резкий, да и перепада на верхах такого нет. Высокие, конечно, тоже чуть ниже по амплитуде, но куда лучше различимы, натуральнее и чище. Нижний бас в силу конструкции практически отсутствует, а верхняя его половина и непосредственно нижняя часть средних частот заметно поджаты, что в правильном ключе влияет на восприятие всего остального диапазона. Звучание кажется невероятно четким, детальным и просто сверхдрайвовым. Для рока вот самое оно. Кроме того, Sound Industries опять удалось избежать излишней яркости и разных неприятных призвуков в верхней половине спектра.
Относительно рваного характера музыкального полотна, думаю, мало у кого будут вопросы. Это свойственно всем наушникам-вкладышам. Зато здесь отлично подсвечивается вокал и очень знатно так рычат гитары. Естественно, редкий аудиофил такое, друзья, оценит, но как для среднего меломана звук будет просто огонь. Из стилей сразу отбрасываем все с уклоном в басы, разная там танцевальная электроника совершенно не при делах. В оркестре тоже вы мало что сможете рассмотреть, как и в другой академической музыке. Зато все электрическое, включая рок, блюз и металл, вжарит, как говорится, на полную катушку. Разборчивость в любом случае тут высокая, но все еще зависит от кодека. SBC добавит звук толику мягкости и объема, а PTX наоборот еще сильнее заострит звучание, делая его максимально техничным и кристально чистым. По поводу динамика добавить мне нечего. Думаю, это тот же средний экземпляр из Minor 3, только чуть иначе настроенный. В целом слушается Adidas, на мой взгляд, более эффектно, чем Marshall, чуть слаженнее, протяженнее и музыкальнее. По звуку я выбрал бы, друзья, вот именно их. Итогом, беспроводные ТВС-наушники Adidas ZNE01 лично меня порадовали отличным качеством сигнала, наличием автопаузы, поддержкой aptX кодека, защитой от воды и быстрой беспроводной зарядкой. По удобству ставлю им отлично, однако открытая конструкция накладывает свои ограничения. В шумных местах ими, друзья, особо не попользуешься. Странно, что здесь тоже нет поддержки фирменного приложения и AAC кодека, хотя все это мы уже видели у Marshall. Измерения у всех вкладышей своеобразные, если не ухищряться с изоляцией, то и разговаривать там особо не о чем. Звучит же модель с уклоном в скорости драйв, всяческие рок-группы, не слишком замороченный металл, блюз, авторская песня, все это данным наушникам по плечу. Как вкладыши модель огонь, я бы взял именно их, а не Marshall Minor 3. Аудиоэстеты же и в данном случае могут не беспокоиться. А на этом у меня все. Это были беспроводные вкладыши от Adidas. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.